создан мобилизационный центр на территории Польши. Эти вещи работают под кураторством вооруженных сил Украины, вооруженных сил Польши и вооруженных сил Германии. Получат убежище на территории Европы. Это с самого начала оговаривается. В основном они имеют статус регулярных украинских войск. Сегодня я бы хотела поговорить о формировании военных национальных батальонов, которые воюют в составе ВСУ против Российской Федерации. В данный момент, насколько я знаю, поправляйте меня, если я ошибаюсь, на стороне ВСУ воюет батальон тюркоязычных народов Туран, 3 чеченских, ичкерийских, башкирский, белорусский, Свобода России. То есть уже какое-то количество сформировалось, и их количество увеличивается. Даржо, сначала вопрос к вам. Насколько вы считаете это, наверное, такой с моральной точки зрения, правильно или неправильно воевать на стороне Украины против России? Я считаю, что получается, против своих же. Да, уже не своих. Угу. И я тоже не считаю, что Россия моя сторона. Угу. На самом деле я очень плохо отношусь к этой идее, чтобы бурятские солдаты сражались вообще на войне в Украине. Так. Ни на одной стороне. Ни на российской стороне, ни на украинской. Ну, конечно, если какие-то будут добровольцы, и они добровольно пойдут, то я обязан буду ими заняться. Но наша позиция такая, что мы не приветствуем такую идею, чтобы бурятские солдаты вступали в какие-то добровольческие подразделения, в том числе на стороне Украины. То есть наше дело вообще не участвовать ни в какой войне. Мы еще вернемся и разовьем глубже эту тему. Владимир, ваша позиция. Образование калмыцких вооруженных батальонов, которые будут воевать на стороне ВСУ. Вы поддерживаете или нет? Конечно, конечно. Я просто понимаю, что сегодня мы не можем в стороне остаться. Не можем просто. Те силы, которые нам удастся, я чисто пока гипотетически говорю об этом, сформировать, и которые получат там и обучение, и практический опыт боевой, они основа будущих наших вооруженных сил. Это ясно же. Быть готовым взять оружие и идти воевать за свои убеждения, это тоже требует огромного мужества. И мы сейчас многие говорим, мы поддерживаем Украину, мы за то, чтобы Украина выиграла в этой войне, но при этом не каждый из нас готов взять и пойти и рисковать своей жизнью и решать какие-то внутренние моральные вопросы. Как я сказал, что мы не поддерживаем такую идею, но если такие люди есть, и я не призываю, как раз-таки я против, да, но если такие люди найдутся и поедут туда, мы тоже несем ответственность за них. У нас еще есть площадка, гражданский совет, в рамках которого все эти вопросы уже отработаны. Создан мобилизационный центр на территории Польши, который решает вплоть до вопросов визы, потом обмундирования, амуниции, обеспечения, кормежка, одежда, жилье и так далее. Да? То есть полное обучение и отправку, допустим, на территорию Украины, и не только. И мобилизационный центр не только на территории Польши, на территории Европы, в общем, да, и еще в ряде других стран. Эти вопросы мы начали еще давно прорабатывать, да, то есть у нас это все отработано, но еще раз, мы против. Я жестко выступаю против участия бурят вообще ни на какой стороне этого конфликта. Гражданский совет – это всероссийская площадка, объединение? Это также объединение народов, и включает еще русский народ. Именно что русский народ, который борется за создание своей русской республики. И туда входит добровольческий батальон, который сейчас сражается в Украине. Русский добровольческий батальон. То есть это уже воюющее формирование. И эти другие национальные башкирские эти подразделения, да, тоже туда входят, чеченские. Я же вам сказал, что я еще давно уже с Исой Мунаевым дружил и так далее, поэтому у меня эти связи наработаны. И этот вопрос мы стали уже разрабатывать давно. То есть мы понимали, к чему все идет. Я противник участия в войне именно с оружием. Но просто если такие люди появятся,
я вынужден брать за них какое-то кураторство, заботу и так далее, чтобы это не было наемничеством, преступлениями и так далее, чтобы у них была, так скажем, законное основание, и чтобы они были под надзором законных властей, чтобы не совершались военные преступления и так далее, и так далее, и так далее. То есть все в рамках закона. То есть если кто-то из Бурятии захочет принять участие, то вы, как представитель Бурятии в гражданском совете, будете вести какое-то кураторское взаимодействие. Да. И обеспечение в плане визы, то есть доехать, разместиться, связаться с кем надо и так далее. Даже я поняла. Тогда объясните мне, пожалуйста, вот именно с точки зрения легальных вопросов, те, кто переходит на войну на стороне ВСУ, каким образом они обеспечены ли они какими-то защитами, потому что Женевская конвенция на них, получается, не распространяется. Да? Гражданами Украины они не являются. Каким образом они обеспечиваются хоть какой-либо защитой? В гражданском совете мы с самого начала начали работу именно с юристами, чтобы была юридическая защита, обоснование. То есть участвует Украина, Польша, Германия. То есть это официально. Эти вещи работают под кураторством вооруженных сил Украины, вооруженных сил Польши и вооруженных сил Германии. То есть договор составляется с ними, с этими странами, объединенными странами. Да. И какие защиты предоставляются? Если будут взяты в плен, будут ли их обменивать? Это очень тяжелый вопрос. Скорее всего, Россия не будет соблюдать в отношении этих людей какие-либо конвенции. После завершения войны есть ли какие-то договоренности, что там в случае, если в России все еще будет сохраняться нынешний режим, будут ли эти люди, я не знаю, виза окончилась и отправляться в Россию? Нет, они все получат убежище на территории Европы. Это с самого начала оговаривается, что в случае окончания в таком виде войны, то они остаются в Европе, получают политическое убежище либо в Украине, либо в Польше, либо в Германии. На базе вот этого гражданского совета, то есть люди проходят обучение. Вот как это происходит? Не могу понять. Мобилизационный центр в Польше. Туда люди приезжают и обучаются, их инструктируют, как обычной армии. Думаю, месяца 2-3. Поскольку я большой противник участия вообще людей в таких вещах, то бурятов в этом деле пока нету. То есть мы присутствуем в гражданском совете как одни из создателей, но я всячески саботирую, как саботирую, я против участия бурят, да, но насколько я знаю, что там происходит, то там ведутся обучения, обычно как украинская армия обучает людей в тылу, на территории Польши, наравне с украинскими военными, регулярными подразделениями, и отправляются люди на фронт. Да. Мы начали эти переговоры о вхождении бурятского движения как инициаторов, один из инициаторов в гражданский совет, чтобы в будущем такие конфликты превентивно погасить, чтобы никаких иркутян на территории Бурятии не бегало, читинцев не было, красноярцев не было. Территория Бурятии суверенна на территории Бурятии, да, бурятского народа. Никаких военных формирований других регионов, народов и так далее быть не должно вообще. Кроме как под мандатом Организации Объединенных Наций, там, ООН и так далее. Да. Только под таким мандатом какие-либо вооруженные силы могут быть с решения Совета Безопасности Организации Объединенных Наций. Других сил на территории Бурятии быть не должно. Именно из-за этого мы пришли к такой договоренности, что у нас будут полицейские силы, которые вот эти вещи превентивно прекратят. Владимир, если к вам обратятся из Калмыкии, Доржо говорит, если из Бурятии обратятся, я их буду максимально отговаривать, если они прям совсем не будут настаивать, да, то первая позиция его будет максимально отговаривать, говорить, тебе это не нужно. Если обратятся из Калмыкии к вам, ваша позиция, что да, нужно, правильно я понимаю? Совершенно верно. Я уже говорил, причина какая. Потому что мы, в отличие от Доржо, мы 2 раза пережили геноцид, нас едва не уничтожили. Пока предмета разговора нет. У нас нет добровольцев пока. Нет, потому что многие наши ребята, которые уехали за границу, да, они дезориентированы, они не знают, к кому обратиться. Мы готовим такое обращение, как я и говорил до этого.
Мы подготовим обращение, и она будет выброшена в публичное пространство, и пусть они сами решают. Потому что ни я, ни кто другой, мы же не можем заставить наших идти воевать. Мы готовим обращение ко всем монголам и айратам мира, чтобы они участвовали в строительстве нового нашего государства. А вы знаете, их больше 10 миллионов. Я думаю, что откликнутся на наш призыв очень многие. Очень многие могут принять участие в событиях в Украине, пройдя обучение там. Это могут быть и из Тайваня наши соплеменники, из Джунгарии бывшей, Синьцзяня на сегодняшний день, из внутренней Монголии, из Западной Монголии. Не только наши должны участвовать и будут участвовать, но и те айраты, которые там на востоке находятся. Поскольку есть уже отработанная схема гражданского совета, то, в принципе, калмыки, конечно, могли бы обращаться и в гражданский совет и формировать свое подразделение. Правда, Конгресс туда еще не вошел. Я особо никого не приглашал, да. Сказал, что я свои цели преследую, защиту Бурятии, поэтому особо не распространяюсь. Но, конечно же, если сложности с официальным оформлением, то, конечно же, мы поможем. Ну, как бы это у меня там внутри не скрипело, что я против этого, но если действительно есть трудности, то что теперь остается делать? Надо так, чтобы все было в рамках закона, и люди имели юридическую защиту, поэтому если потребуется, мы поможем. Опять же, я еще раз, я против. Речь идет о работе по контракту, да, то есть они контрактники. Я бы не сказал, это скорее там другая уже будет основа. А какая основа? Ну, скорее как регулярные войска в рамках ЗСУ, как регулярные подразделения. Там уже не такие контрактники, нет. Потому что контрактник – это контрактник. Это для стороны противника, все-таки я еще раз говорю, что это будет считаться наемником. Нам нужно максимально избегать таких вещей. Поэтому если подразделения гражданского совета входят, то они входят как тоже добровольческий русский корпус и так далее, то это уже регулярные украинские войска. Недавно, прям буквально в течение месяца, по-моему, месяц назад был сформирован полностью башкирский батальон, который воюет на стороне ВСУ. Он был образован через платформу «Гражданский совет»? Нет, это самостоятельная тоже платформа. Угу. Просто да, новости доходим, мы это слышим, что все больше и больше каких-то национальных формирований, и не совсем понятно. То есть это все разные площадки, которые самостоятельно ведут переговоры с Украиной. Каким образом это происходит? Вот сам процесс, потому что замалчивается, да, не обсуждается и не объясняется. Когда такие вещи делаются, не принято особо на каждом углу про это рассказывать. Действительно, есть разные точки соприкосновения, разные интересы. Как я сказал, что, допустим, я не заинтересован, чтобы буряты участвовали уже на территории Украины, зато заинтересован, чтобы были полицейские силы на территории Бурятии, защищали правопорядок и так далее. Да? Поэтому у нас разные точки соприкосновения, поэтому мы по-разному подходим к этому вопросу. Но я так сказал бы, что тут такая ситуация, что украинское Министерство обороны такое как зонтичное такое над всеми этими формированиями. То есть оно в курсе, оно понимает ситуацию, поэтому оно берет. В основном они имеют статус регулярных украинских войск. То есть как только они обучились, и все, они вошли в эти батальоны туда, они регулярные украинские формирования. Просто сформированы из представителей такой-то нации, поскольку у них такое происхождение, такой кейс, история их попадания в Украину такая. Поэтому они там. Ну, я имею в виду чеченцев, но с кем я работаю, они не наемники, они добровольцы. Это, помните испанскую гражданскую войну, когда были на стороне республиканцев добровольческие подразделения? Вот. Против фашизма? Да, против фашизма, против Франко. Ну, к сожалению, тогда они проиграли, да. Ну, мы как бы сочувствуем той стороне, которая была против Франко, да, и вот эти, ну, там же и американцы, и советские тоже в то же время, они были все в одних траншеях, ну, то есть и советские, американские солдаты, добровольцы, вернее, могли оказаться в одном окопе за одно дело.
и никто им не предъявлял, что вот они там какие-то наемники, да, они были добровольцами, и они, на них распространялась, ну, как бы юридическая защита, ну, какая в таких, во время гражданской войны, я не понимаю, какая может быть там юридическая защита, в общем, ну, власти республиканской Испании, вот. И тут примерно такая же картина, что эти люди, сражаясь на стороне Украины, входят в подразделение, как подразделение в регулярные украинские войска, но они сформированы как добровольческие национальные формирования. Так, почему? Удовольствие они обязаны получать? А это обычный формат зарплаты обычного украинского солдата. То есть украинский солдат же тоже не бесплатно, он же кушать-то должен. Вот. Удовольствие имеется в виду. Но еще раз повторю, бурятских солдат там на той стороне пока что нету. И я против того, чтобы буряты были на стороне армии вторжения российской, и я против того, чтобы вообще буряты участвовали в войне, в том числе на стороне Украины. Я очень люблю Украину и за них всей душой, но я просто против участия в войне. То есть лучше уж никого там не будет, и тогда поменьше людей там будет. Следовательно, и никакой войны, и все успокоятся и по домам разойдутся. Я как человек, ну, поддерживаю эту позицию, что лучше вообще не участвовать ни в каком формате в этой войне. Как блогер и как бывший журналист, мне, конечно же, так как у Владимира другая позиция, что нужно формировать силы будущей самообороны, мне хочется, ну, выспросить детали и подробности, там, какие гарантии, какие защиты. Владимир, поэтому сейчас вопрос к вам. Ну, вы знаете, вот эта наивность ваша, да, и у Доржо, и ваша, да, меня просто поражает она. Вот, вы знаете прекрасно, они нас не отпустят просто так. Пока они зубы не обломают в Украине, у нас, у других там народов, да, и успокоятся. Эта имперскость, которая с молоком матери впитана ими, да, она не исчезнет никуда. Вы знаете, я не согласен частично с Доржо, когда он говорит, что есть подразделения, которые получают зарплату, например, там, и воюют как добровольческие части. Нету сейчас такого в украинской армии. Там интернациональные бригады, и все подписывают контракт. Как и солдаты тоже подписывают контракт украинской армии. И у России точно так же сейчас. Везде во всем мире контракты. Иначе ты не защищен ничем. Договор подписываешь с армией и идешь туда служить. В будущем мы будем с ними, со всеми странами сотрудничать. Если там русские государства станут демократическими, например, да, и почему бы с ними, потому что многие связи у нас еще сохраняются с ними, и почему бы с ними тоже не сотрудничать? Мы же формируем эти силы самообороны не для нападения, а для того, чтобы защищаться. Мы просто из истории знаем, что это может быть, выльется в нам такие трагические события, что мы не можем допустить уже повторно, чтобы это случилось с нами. И только поэтому мотивация идет на то, чтобы защищаться, не нападать. Владимир и Доржо, тогда можно, вот если говорить, на чем в данный момент вы фокусируете свою работу? То есть, ну, а вас уже знают в пространстве, как и люди, которые говорят о том, что регионы должны быть независимы, это мы уже знаем. Мы знаем, что вы ведете переговоры друг с другом, ведете переговоры с международными площадками о том, чтобы признать свои регионы независимыми субъектами. Это мы тоже знаем. Вот на чем сейчас фокус, вот какой следующий шаг, идея понятна, план понятен, вот на чем фокус, какой следующий шаг? Но мы находимся в составе Лиги же, и мы работаем сейчас над геноцидом наших народов. Будем стараться, чтобы международное сообщество создало международный трибунал суда над коммунизмом. Этого мы хотим очень сильно, потому что мы являемся прямым пострадавшим от этой идеологии. И, конечно, будем стараться, чтобы ее претворить в жизнь. Второе, создание сил самообороны, оно тоже является важным таким моментом в деятельности нашего Конгресса, да и нашей Лиги. Калмыкия уже подала документы в Верховную Раду о признании порабощенным народом или о признании независимости? Да, мы подали документы. Мы сейчас готовим документы в Польшу, Балтийские страны, 3 страны, это Литва, Латвия и Эстония. Мы готовим в Великобританию, во Францию, в Германию, в Испанию, мы готовим в Конгресс США, в Сенат США, мы готовим в ООН и в ЕС.
А Верховная Рада уже признала, и на что именно вы подали? О признании чем? Народом или о признании независимости? Да, мы взяли курс на независимость. Эти документы, которые были продекларированы, декларации о независимости, мы эти документы в переводе на украинский язык и подали. Угу. А Верховная Рада уже ответила, дала свой ответ? Нет, еще пока нет. Угу, поняла. Держо, к нашему вопросу, на чем фокусируете сейчас вы, основные ближайшие шаги, на чем ваш фокус? Сначала я на реплику Владимира отвечу. Владимир не совсем правильно меня понимает. Я не хочу, чтобы буряты воевали в Украине и так далее. Да? Для меня самое важное, чтобы все буряты сидели в Бурятии, и если случится беда, защищали свою родину в Бурятии. То есть полицейские силы обороны, они нужны там. Все буряты нужны дома. Нечего где-то бегать и зря свою жизнь где-то ложить. Дом свой родной защищать надо. Так, это так вот. Что касается, на чем мы концентрируемся сейчас, знаете, люди должны не просто о нас знать, что-то там, да, о чем мы там говорим про независимость, да, мы должны показать людям, что будет, если Бурятия обретает независимость, какие у нее перспективы, какая у нас экономическая программа. Это очень важный пункт. Мы тоже про все это знаем. Я сколько, 20 лет потратил на то, чтобы расследование о репрессиях бурятского народа, геноциде тоже, там, расчленении и так далее. Кучу документов нашел, которые в советские, 90-е, нулевые никто найти не мог. В общем, везде все. Но для меня это, романтика, в каком смысле это такие эмоции, да, это нужно, это важно для нашей истории. Но еще важно, что люди будут кушать. Вот мы приходим, Российская Федерация неизбежно распадается, да, что делать там, международные инстанции принимают, говорят, что вот эти люди, они имеют там мандат, они сформируют новое переходное правительство, там подготавливают выборы и так далее. Да, мы приходим, что мы им предложим? Адекватную экономическую программу. Мы на это сейчас очень сильно внимание упираем. Что будут люди кушать? Самое важное для нас – показать, что мы им дадим в первую очередь. То есть договориться, чтобы у нас были безвозмездные кредиты, как сказать. Даже не то, чтобы кредит, а просто нам денег дали на начало. Да? И очень важный вопрос о репарациях. Там, признаем ли мы репарации или не признаем. Тогда сегодня, допустим, в рамках гражданского совета у меня возник, тоже у нас там бумаги тоже ходят, да, я сказал, вот наше движение считает, что вопрос о репарациях преждевременный, да, там нету субъектности, мы не можем в данный момент решать, что там вот мы там разделим ответственность на все регионы и выплатим репарацию Украине. Я понимаю, да, но какие-то регионы, какие-то народы сами пострадали от Российской Федерации, да, нас что, добровольно отправили на фронт? Это было преступление со стороны, это и есть преступление со стороны России, это геноцид наших народов, что мы теперь должны по счетам Москвы платить. То есть, ладно бы я там понял бы там что-то там придумал, но люди не поймут. То есть субъектности для решения вопросов репарации нету, а это будущее тоже. То есть, понимаете, чтобы не возникло ситуации, как после Первой мировой, когда создали Веймарскую республику и на Германию неподъемные, в принципе, так это в принципе подъемные, но просто это было очень сильно эмоционально, очень для германского народа. В итоге на этой волне, на этих настроениях Гитлер пришел к власти. Чтобы этого не было, надо все это превентивно, все эти вопросы решить. То есть какая субъектность, кто решает, на каких основаниях, какими переговорами. Вот это очень важный вопрос. И в первую очередь я действительно пришел к выводу, что экономика, политика – это экономика. И очень много сейчас мы готовим экономическое, именно показать программу, как будущее Бурятии. Меня уже очень сильно просят на YouTube-канале нашем разместить видео, где я все разъясню от А до Я, как Бурятия будет жить, откуда будут деньги, как мы их будем тратить, как будет образование, как будет социальная структура, социальная сфера и так далее, медицина. Опять же, Владимир, наверное, не согласится, да? До войны
У меня была идея, что в будущей Бурятии армия вообще не нужна. Я не считаю себя пацифистом каким-то там, излишним гуманистом. Просто вот посчитайте, сколько это уходит денег. Полицейские силы чрезвычайных ситуаций достаточно. Все, никакая нам армия. Мы что, с Монголией собираемся воевать? Монголия наш друг. Якуты, что ли? Ну, Якутия тоже друг. Ну, братья, так скажем, да, все. Иркутская область, ну, бурятская территория, ну, ладно, с иркутянами общий язык найдем, с Читой найдем. И Китай на нас тоже нападать. Вот этот миф, что Китай нападет и так далее, миф. Никуда Китай никакой нападать не собирается. Это такая штампы, которые забрасывают, ну, просто людям, которые мало разбираются в политэкономике, вот Китай нападет. Никуда не нападет, ему это не нужно, это невыгодно. Китайцы, если придут, они экономически придут, но надо быть умными и не поддаваться под их экономическую программу. Все. Владимир, мне кажется, этот вопрос тоже можно адресовать к вам, потому что, насколько я слышу, из Калмыкии очень много приходит сообщений о том, что вы, ну, говорите о будущих благах, но люди не видят прописанную экономическую программу, в которой они могли бы там подискутировать, обсудить, согласиться, обратить внимание, задать вопросы, что эта экономическая программа четко прописана и опубликована, ее нет. Есть ли в планах опубликовать, сделать ее публичной, эту программу? Вы знаете, еще будучи в республике, находясь, мы работали над этим планом. Мы даже работали не только над этим планом. Да. Я отвечу Доржо. Я скажу так, что наличие и развитие собственных вооруженных сил, да, это всегда способствует, да, успешному сохранению и развитию независимого государства. То есть вооруженные силы формирования тоже участвуют в экономике своей страны, понимаете? Вот как американские, как, например, китайские, японские, тем более тайваньские, да, это чипы же не просто так, это же военные чипы были поначалу, а потом уже они в гражданской промышленности стали применяться. Так что существование вооруженных сил в любой нормальной демократической стране это фактор роста экономики. Не только, например, участие в вооруженных конфликтах, а именно рост экономики идет из-за того, что вооруженные силы присутствуют в этой стране, новейшие технологии там, и так далее. Теперь, что касается нашей республики. Да, мы работаем над такими экономическими нашими проектами. Мы даже включаем туда и план Маршалла, если мы попадаем туда, и другие. Мы партнеров подыскиваем. Да, мы готовим письма правительствам стран Востока, это Японии, Тайваня, Южной Кореи. К Китаю, конечно, не обращаемся, потому что это же империя тоже. Возможно, будет и у нас контакты с Сингапуром, с Малайзией, там, другими странами. Это не считая Запада, западных стран и Америки. Да, мы работаем очень плотно. Мы переводим все документы, которые издаем, и направляем в эти страны. Сейчас уже готовятся туда на восток все документы. Мы предлагаем сотрудничество с этими странами. И мы его опубликуем, вероятно всего, это где-то в первой половине 2023 года. Я бы хотел немножечко еще Владимиру ответить насчет ВПК, военно-промышленного комплекса. Я собственную историю расскажу. В какой-то момент, еще в Бурятии живу, вышли на меня люди с Европы, но они представляли интересы некой арабской страны. Их интересовали прямые контакты с авиазаводом, их интересовал прямой контакт. Хотя вряд ли они напрямую могли купить, но, по крайней мере, что-то можно было там сообразить, какие-то, может, модификации делать, может, какие-то цены снизить, да. Их интересовали наши штурмовики, Су-25. Я бы имел большую маржу. И в какой-то момент меня внутренние сомнения. Я не скажу, что я там совсем такой прям моралист, буддист и так далее, да. Но что-то меня внутри засосало. Что-то на душе у меня. И просто я пошел к одному ламе знакомому, хорошему ламе, нормальному, не всяким таким ламам, а вот подлинному ламе, да, и спросил, ну, я его не стал вводить в дело, что вот там вот истребители, там вот самолеты, да, военные. Просто сказал, ну, там, может быть хорошее дело, очень много денег, может, получу. Стоит, не стоит. Лама мне сказал, слушай, я вот
ну, гадание сделано. Ну, я не знаю, можно это оставить даже. Ну, это интересный случай просто. Он мне сказал, слушай, то, что потом будет, на твоей карме так плохо отразится, потому что это приведет к смертям невинных людей. То есть, если ты хочешь на себя взять это, да, что ты там военно-промышленный, ну, он не сказал военно-промышленный, просто он сказал, что ты хочешь что-то такое взять, оно тебе сначала будет выгодно, тебе будет казаться, что это прекрасно, это выгодно, да, но сможешь ли ты взять, потому что это потом принесет горе каким-то людям, неизвестно где. Сможешь ли ты это переварить? Я так подумал и оставил это дело. То есть, ну, тут вопросы, наверное, морали и кармы, скорее всего. Я считаю, что я не готов такую моральную ответственность на себя брать, чтобы по моей вине дети где-то оставались без родителей. Поэтому я против таких вот технологий. Нет, я за технологии, я сам программист, инженер, я развиваю технологии, там очень хорошо разбираюсь в процессорах всяких, да, у меня свои идеи есть, но я не хочу, чтобы это использовалось для убийства. Ни в коем случае. Я вернусь к теме военных формирований. Владимир, есть ли у вас ощущение, что, ну, если кто-то откликнется на ваш призыв, и кто-то на самом деле отправится и будет воевать, но нет ли у вас внутреннего ощущения, что это неправильно призывать людей брать в руки оружие? Анжела, это надо Путину сказать. И его вот этой банде, которая управляет Россией. Они ведь заходят в Украину, да, я вот смотрю, вчера я смотрел фотографии, которую выставила фотокорреспондент, американка какая-то, в Нью-Йорке. Двое малолетних детей, женщина и волонтер бежали, мина разорвалась, убила всех четверых, понимаете? А она там в шоке была, потому что даже насмотревшись на вот эти вот везде по всем конфликтам ездила, она по всем войнам этим, да. Но такое, когда увидела детей там, да, разорванных, она была, я не знаю, она как пришла в себя там, но после этого, я не знаю, как вот обращаться к этим. А ведь они могут и завтра и к нам прийти, точно так же сделать. И поэтому вот это вот формирование сил самообороны нашей республики, мы не хотим нападать на кого-то, да, но мы должны защитить наш народ, чтобы не повторилась история 19 года прошлого века, когда заходили и из 210 тысячного народа 120 тысяч убили они. Ну что это такое? Чтобы этого не было, конечно, мы должны быть ответственны за свой народ. Мы должны это принимать во внимание. Мы должны брать на себя ответственность такую тяжелую. Да? И вот если формироваться такие части будут, это добровольное дело, то если такая часть будет, я сделаю все возможное, чтобы снабжать их дронами. Там. Последний вопрос. Доржо, ну и потом я дам вам по минутке времени, если вы хотите что-то добавить, может быть, я что-то не спросила. Доржо, в чем разница между доброволец, работающий по контракту, то, что, чем сейчас, вы говорите, занимается гражданский совет, и наемниками? Вот в чем отличие? Но наемник все-таки это ради денег, а доброволец все-таки ради идеи идет. Это коренное отличие. Там есть много нюансов, там, юридических, там, ментальных, там, да, но коренное отличие: наемник – это солдат удачи, идет ради денег, доброволец идет ради идей. Именно защитить Украину от российской агрессии. Да, и доброволец, конечно, может получать удовольствие, ему кушать надо, да, но он там не ради этого. Ну и в конце, есть ли что-то, что вы хотели сказать, я вас не спросила, сейчас можете добавить. У меня очень короткий пассаж. Я бы хотел сказать, пока что нету бурят, воюющих на стороне Украины, да, но тем бурятам, которые сражаются, или вообще жителям Бурятии, Иркутской области и Читинской области, Забайкальского края, которые сражаются на стороне российской армии вторжения, оккупационной, захватнической армии, я бы хотел сказать, что навоевались уже, домой идите, хватит уже этой крови, этой грязи, никому не нужных жертв. Как раз таки непонятно, вы что, ради денег людей убивать? Это что, норма? А вы не хотите на улицу выйти в своем городе, топором рубить, ну, как этот, старуху-процентщицу зарубил в преступлении. Раскольников, да. Это что, норма? Ради денег людей убивать? Что руки-ноги отвалились? Вот моя мать всегда говорит, что у вас руки-ноги отвалились?
ума нету, вы что, работать не можете? Ради денег, да как бы что бы ни было, да, ради денег людей убивать идете. Навоевались, идите домой, все, хватит. Что вы творите? Я понимаю, что там вас мобилизовали и так далее, да. Можно не участвовать в этом. Не надо идти в военкоматы. Идите домой, сидите дома. Ну, вы знаете, вот эта война, которую Путин развязал в Украине, и героическая борьба украинского народа за свою свободу, независимость, да, против агрессора, несомненно, она принесла, конечно, трагедию на землю Украины. Но она дала шанс всем порабощенным народам России, да, взглянуть на эту ситуацию применительно к себе и понять, что если они не будут бороться, что если они сегодня не будут творить свою историю своего народа, да, они таки останутся рабами. Нету там у вас ничего такого, чтобы вы могли воевать за эту империю. И все равно Украина победит. Все равно победит. Оружие поступает. Весь мир поддерживает. Сейчас и мы бы, народы, будем поддерживать Украину. Нет у вас шансов, тех, кто воюет на стороне России. Вот и все. Я благодарю вас за участие в сегодняшнем эфире. Спасибо большое, что пришли и ответили на вопросы, потому что тема на самом деле непростая, тема очень такая сложная, на нее можно смотреть с разных сторон и долго говорить. Поэтому огромное спасибо, что пришли. Надеюсь, мы с вами еще раз встретимся, еще обсудим. Особенно после публикации ваших экономических программ. Мне кажется, это будет очень интересно обсудить в деталях. Да. Со своей стороны я не делаю никаких призывов, сейчас не буду делать никаких выводов, я оставлю возможность зрителям самим высказаться, что они думают по этому поводу, высказать свои мысли, пожелания, эмоции, все, что накипело, все, что хочется сказать. Спасибо.